Приветствую тебя, коллега. Наверняка ты не знаешь, что у меня есть закрытая группа на Бусти. Здесь я публикую только концентрированную информацию. Есть закрытые видео для разовой покупки, есть подписки. В общем, ты можешь перейти, посмотреть и подобрать именно то, что тебе нужно. Ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии и в описании. Приветствую вас, коллеги. За годы работы на производстве я видел многое, но электроэрозионная обработка до сих пор мне кажется настоящей магией. Мы не применяем грубую силу, резцы или сверла, мы берем самое грозное явление природы – молнию, и укращаем ее, чтобы резать самые твердые сплавы на планете с микронной точностью. Но задумывались ли вы когда-нибудь, как именно человечество научилось управлять этой разрушительной стихией? Устраивайся поудобнее, сегодня будет очень круто и интересно. Все началось в 1943 году в разгар войны. Советские ученые, супруги Борис и Наталья Лазаренко, бились над проблемой износа электрических контактов от искрения. И тут их осенило, почему бы не использовать это разрушение во благо. Они поместили контакты в масло, и так родилась направленная электроэрозия. Гениально и просто. Но что в точности происходит в этом невидимом глазу микрозазоре между инструментом и деталью? Давайте разбираться. Главное правило электроэрозии – никакого физического контакта. Инструментозаготовка разделены расстоянием тоньше человеческого волоса от 10 до 100 микрон. В этом зазоре находится диэлектрик – жидкость, которая не проводит ток. Напряжение между электродами растет, создавая колоссальное электромагнитное поле. Металл буквально чувствует напряжение, готовясь к пробою. И вот, когда предел прочности жидкости достигнут, и происходит нечто невероятное, а именно тот самый пробой. Молекулы жидкости ионизируются и образуется плазменный канал. Температура внутри этой тончайшей нити взлетает до безумных значений от 8000 до 20 тысяч градусов Цельсия. Это горячее, чем поверхность Солнца. В этой точке любой, даже самый тугоплавкий металл во Вселенной перестает быть твердым телом. Но расплавить металл – это лишь половина дела. Как заставить его покинуть деталь? Под воздействием такой температуры металл не просто плавится, он мгновенно вскипает и испаряется. Образуется газовый пузырь колоссального давления, который сдерживается толщей жидкости вокруг него. Плазма бушует, плавит все на своем пути, а пузырь продолжает расти, накапливая энергию. Но эта микробуря длится всего несколько миллионных долей секунды. И что же произойдет, когда мы резко выключим рубильник? Ток прерывается, плазма исчезает, температура падает и газовый пузырь мгновенно схлопывается. Происходит имплозия. Разница давлений буквально выплевывает расплавленные капли металла из кратера в окружающую среду. На детали остается аккуратная микроскопическая лунка. И такие взрывы происходят сотни тысяч раз, на минуточку так говоря, в секунду. Но куда деваются эти ошметки раскаленного металла, спросите вы? Здесь в игру вступает наш невидимый помощник – диэлектрическая жидкость. Она выступает не только как изолятор, но и как курьер. Жидкость подхватывает остывающие капли металла, шлам и уносит их из зоны реза. Если мусор останется там, следующая искра ударит не в деталь, а в шлам. И процесс остановится. Однако, к сожалению, не весь расплавленный металл успевает покинуть кратер. Вот тут мы знакомимся с прошивным методом. Мы берем инструмент сложной формы и опускаем его в деталь. Инструмент буквально выжигает свой точный зеркальный отпечаток в металле. Никакого вращения, никакого трения. Идеально для создания пресс-формы сложных штампов. Вы можете сделать квадратное отверстие, звезду, шлицы, да вообще все что угодно. Но что, если нам нужно вырезать деталь по сложному контуру из цельной плиты? Тогда мы используем проволочный вырезной станок. Представьте себе бесконечную ленточную пилу, только вместо зубьев у нас тончайшая латунная проволока, а вместо пиления плазменная эрозия. Проволока
перематывается с катушки на катушку, всегда оставаясь, так сказать, новенькой и свежей. Она режет металл любой толщины, оставляя за собой лишь тончайший рез. Но проволока так тонка, почему она не изгибается и не рвется в процессе? Иногда нам не нужно резать контур, иногда нужно просто проделать невероятно глубокое и тонкое отверстие. Например, охлаждающий канал в лопатке авиационной турбины. Для этого есть супердрель. Мы используем трубчатый электрод, сквозь который под огромным давлением подаем воду. Вода вымывает шлак, позволяя сверлить, ну так в кавычках говоря, сверлить на глубины, недоступные ни одному механическому сверлу. Но насколько мелкими могут быть эти детали? Добро пожаловать в мир микроэлектроэрозионной обработки. Здесь мы работаем с масштабами, где пылинка кажется булыжником. Мы создаем шестерни для медицинских микророботов и детали для электроники. Допуски измеряются микронами. Электроды настолько малы, что их невозможно увидеть невооруженным глазом. И чтобы управлять таким ювелирным процессом, нам нужно виртуозно контролировать каждый параметр искры. С чего же начать такую настройку? Первый, самый грубый параметр – это пиковый ток. Грубо говоря, это размер вашего молотка. Чем больше ток, тем мощнее искра. Шире плазменные каналы, больше кратер. Вы хотите резать быстро? Выкручиваем ток на максимум. Но будьте осторожны, агрессивная эрозия оставляет грубую изрытую поверхность. Чтобы понять, как контролировать эту мощь, нам нужно взглянуть на время. Время импульса – это то, как долго горит наша искра. Длинный импульс позволяет теплу проникать глубже в металл, плавя огромные объемы за раз. Это ускоряет работу, но сильно нагревает заготовку и увеличивает износ самого инструмента. Это как держать газовую горелку в одной точке. Но мы не можем греть металл вечно, нам нужно делать паузы. Почему это критически важно? Давайте разбираться. Время паузы – это момент вдоха. Ток отключен. За это короткое время жидкость должна успеть охладить зону реза, восстановить свои изоляционные свойства и, самое главное, смыть выбитый из деталей мусор. Это время восстановления. Если пауза будет слишком короткой, жидкость не успеет очиститься. И тогда начинается самый страшный кошмар оператора электроэрозионного станка. Короткое замыкание и образование дуги. Мусор скапливается в зазоре, образуя проводящий мостик. Вместо тысяч мелких танцующих искр мы получаем одну электрическую дугу. Она бьет в одну точку, как сварочный аппарат, безжалостно сжигая и детали, драгоценный электрод. Брак неизбежен. Как же нам заставить жидкость гарантированно вымывать весь этот опасный мусор? Секрет в грамотной системе прокачки. Мы подаем диэлектрик под высоким давлением через специальное сопло прямо в зону резания. Иногда струей, иногда на всасывание. Правильная прокачка – это половина успеха в нашем деле. Если жидкость течет правильно, процесс идет как по маслу. Кстати, о масле. Традиционно мы используем керосин и токсичные углеводороды. Но мир меняется, не так ли? Сегодня промышленность переходит на зеленые диэлектрики. Вы не поверите, но отличные результаты показывают жидкости до основы подсолнечного или арахисового масел. Они биоразлагаемые, не выделяют токсичных паров, безопасны для оператора и при этом обеспечивают идеальное охлаждение. Экологичность больше не вредит производству, она ему помогает. Но технологии пошли еще дальше. И тут мы сейчас узнаем, что же будет, если убрать жидкость вообще. Сухая электроэрозия. Вместо жидкости мы под огромным давлением подаем в зону искры газ кислород, сжатый воздух или аргон. Кислород, например, создает дополнительную экзотермическую реакцию, сжигая металл, что резко повышает скорость обработки. Износ инструмента при этом стремится к нулю. Но у любого температурного воздействия на металл есть свои определенные последствия. Вернемся к тому расплавленному металлу, который не успел покинуть кратер. Белый слой или перелитый слой. Это тот самый расплав, который жидкость мгновенно охладила прямо на поверхности детали.
происходит колоссальная закалка. Этот слой впитывает углерод из диэлектрика и становится невероятно твердым, как стекло. Но как и стекло, он остается очень хрупким. Он легирован материалом инструмента и разрушенной жидкостью. А что скрывается прямо под этой белой корочкой? Зона термического влияния. Здесь металл не плавится, но температура была настолько высока, что его кристаллическая решетка изменилась. Происходят сложные фазовые превращения. Образуется мартенсит. Этот слой может потерять свою изначальную прочность или устойчивость к коррозии. Тепловая пушка электроэрозии оставляет на этой поверхности свой невидимый след в глубине. Но самое опасное прячется не в структуре, а в физических силах. Остаточное напряжение. Когда раскаленный металл на поверхности резко остывает, он сжимается. Но холодный базовый металл внизу не дает ему это сделать. В результате верхний слой оказывается растянутым, как натянутая струна. Это колоссальное внутреннее напряжение, готовое просто разорвать металл при малейшей внешней нагрузке. Если напряжение превысит предел прочности, произойдет неизбежное. Образуются микротрещины. Они пронизывают белый слой и уходят вглубь деталей. Для деталей авиадвигателей это смертельный приговор. Усталостное разрушение начнется именно отсюда. Поэтому инженеры бьются над режимами обработки, подбирая токи и паузы так, чтобы свести толщину белого слоя к абсолютному минимуму. И вовсе снимают его потом химически. Но ведь нам важна не только структура, но и фактура поверхности, правильно? Шероховатость после электроразъемной обработки уникальна. Это не царапины от резца, а матовая россыпь микрократеров. В промышленности мы используем немецкий стандарт VDI 3420. Выбирая режимы, мы можем получить как грубую шероховатую поверхность для лучшей адгезии, так и красивый сатиновый финиш для пластиковых пресс-форм. Но в этой битве за поверхность страдает наш главный солдат – электрод. Износ инструмента – неизбежное зло. Искра бьет в обе стороны, разрушая не только деталь, но и сам электрод. Его углы скругляются, геометрия теряется. Если инструмент потерял форму, деталь будет бракованной. Мы должны учитывать этот износ и закладывать его в программу, либо использовать черновой и чистовой электроды. Но чего же лучше делать этот инструмент? Вечное противостояние. Медь против графита. Медь дает прекрасный финиш и стабильно, но медленно режет и подвержена износу. Графит – это король прошивки. Он легкий, его легко фрезеровать, он не плавится, сублимируется, выдерживая чудовищные токи. С графитом мы режем быстрее и дешевле. Но если мы говорим о проволоке, там действуют совсем другие правила. Обычная латунная проволока – это классика, но инженеры придумали наносить на нее тонкий слой цинка. Почему, спросите вы? Цинк имеет низкую температуру кипения. При искре он мгновенно испаряется, поглощая тепло и тем самым защищая медный сердечник от обрыва. Испаряясь, он расширяет зазор, улучшая тем самым вымывание шлака. Скорость реза возрастает практически на 30%. Но можно ли заставить проволоку работать еще эффективней? Конечно, можно. Представьте, что обычно проволока режет только одной своей стороной, изнашиваясь неравномерно. Новая технология Groove заставляет проволоку вращаться вокруг своей оси во время резки. В результате, работая всей поверхностью, она дает идеальную точность без конусности, потрясающее качество поверхности и экономит до 35% дорогостоящей проволоки. А что если изменить саму среду, в которой происходит этот разряд? Электроэрозия с примесью порошка. Мы добавляем в диэлектрик нанопорошки алюминия, графита и карбида кремния. Кажется, что безумие сыпать какой-то мусор в жидкость, которую мы так тщательно очищаем. Ну, не так ли? Однако эти частицы кардинально меняют физику пробоя. Они становятся своеобразными мостиками для электричества. Как это работает на микроуровень? Давайте заглянем.
Эффект мостика. Порошок снижает диэлектрическую прочность жидкости. Вместо огромного одного разрушительного разряда энергия разбивается на множество мелких, стабильных микроискр, которые скачут по этим частицам. Зазор расширяется, искры бьют мягче и равномернее. Тепло распределяется просто идеально. Вы можете догадаться, к чему приводит такая нежная и распределенная обработка. Все правильно, к зеркальной поверхности. С порошком мы можем добиться шероховатости, недоступной вообще ни одному станку. Тончайший белый слой, отсутствие микротрещин, идеальный глянец. Никакой ручной полировкой лучше вы не сделаете. Однако есть проблема. Порошок тяжелый, он оседает на дно ванны и комкается. Как заставить его всегда оставаться во взвешенном состоянии и работать на нас? Ответ очень простой. Звук. Вернее, ультразвук. Мы оснащаем инструмент пьезоэлектрическим излучателем, заставляя его вибрировать с частотой порядка 20 тысяч Гц. Эти микроколебания работают как сверхбыстрый насос. Инструмент буквально взбивает жидкость, не давая порошку осесть, а заодно выталкивает шлак из самых глубоких и узких щелей. Но вибрировать может не только инструмент. Вибрация самой детали дает еще более впечатляющие результаты, особенно если деталь очень массивная. Стол станка совершает микроскопические движения вверх-вниз. Это создает мощные турбулентные потоки в зазоре. Риск коротких замыканий падает практически до нуля, а скорость реза возрастает многократно. Но секрет ультразвука не только в простом перемешивании жидкости. Происходит кое-что более агрессивное. Кавитация. Высокочастотные волны создают в жидкости миллионы вакуумных микропузырьков. Когда такой пузырек лопается у поверхности металла, образуется гидродинамическая микроструя огромной силы. Она буквально сбивает, счищает налипший расплав и шлак с детали, полируя ее и предотвращая образование толстого белого слоя. Но если мы можем управлять гидродинамикой, можем ли мы управлять самой плазмой? Магнитное поле, устанавливая мощные магниты, мы воздействуем прямо на плазменный канал. Под действием силы Лоренца плазма начинает вращаться, закручиваясь в спираль. Искра больше не бьет в одну точку, она танцует по поверхности. Это фактически распределяет тепло и вымывает мусор, снижая износ инструмента. И все эти, коллеги, технологии мы применяем на самых непокорных материалах. Допустим, возьмем наш любимый суперсплав Инканель или Титан. Это сплавы с памятью формы. Они вязкие, они мгновенно тупят любые фрезы, они сопротивляются нагреву, но для электроэрозии они ничем не отличаются от обычного куска железа из стали 45 или стали 3. Мы спокойно вырезаем из них лопатки турбин, импланты костей, детали для атомных реакторов и многое-многое другое. Однако, чтобы обеспечить такую точность, сам станок должен быть произведением искусства. Механика станка должна быть монументальной. Литые станины, термостабилизация, но главное – приводы. Классические шариково-винтовые передачи подвержены трению и люфтам. Когда нам нужно мгновенно отвести электрод, чтобы предотвратить замыкание, механика просто не успевает сработать. Металл слишком медленный. Как преодолевать законы инерции и механики? Линейные моторы. Никаких винтов, никаких шестеренок, ось станка левитирует на магнитном поле, двигаясь со скоростью света и нулевым люфтом. Станок делает сотни корректировок зазора в секунду. Это дает нам невообразимую точность и позволяет мгновенно отпрыгивать инструментом для прокачки жидкости. Но столь быстрая механика требует гениального мозга для управления. Поэтому повсеместно внедряются интеллектуальные генераторы. Это сердце и мозг станка. Генератор не просто слепо бьет током, он за наносекунды анализирует состояние зазора перед каждой искрой. Если он видит, что сейчас произойдет замыкание, он моментально обрывает импульс.
Форма тока из прямоугольной становится сложной, сглаженной, чтобы беречь электрод. И здесь мы вступаем на территорию алгоритмов уже абсолютно нового поколения. Искусственный интеллект и машинное обучение. Сегодня станки сами учатся резать. Обучение на миллионах часов работы. Нейросети предсказывают вероятность обрыва проволоки или появления дуги, меняя режимы резания прямо на лету. Оператору больше не нужно стоять у станка. Искусственный интеллект сделает все идеально, компенсируя ошибки. Ну а что, если оператор вообще находится в другой стране? Мы внедряем цифровых двойников. Виртуальная копия станка работает в облаке, симулируя каждый микрон реза до того, как он произойдет в реальности. Инженер видит износ инструмента, распределение тепла и время работы на экране планшета, сидя дома или просто в другом помещении. Производство становится абсолютно прозрачным, и это позволяет нам сделать следующий оригинальный шаг в оптимизации. Это полная автоматизация и робототехника. Станок интегрируется в роботизированную ячейку, роботы сами измеряют деталь, сами загружают заготовки, сами меняют десятки изношенных электродов в магазине. Завод может работать неделями в темноте без участия человека, выдавая продукцию абсолютного качества. Но откуда робот берет эти идеальные электроды сложной формы? Конечно, у нас есть пределы. Электроэрозионная обработка – это медленный достаточно процесс по сравнению с фрезеровкой. Ну, не очень хороший, наверное, пример, я понимаю. Скажу так, с механической обработкой. Также мы можем обрабатывать только проводящие материалы, это тоже минус. Кроме того, мы обязаны заботиться о безопасности. Система пожаротушения, фильтры для уловления токсичных паров и тяжелых металлов. Мы не просто внедряем инновации, мы обязаны делать это экологично и безопасно. Поэтому в современном производстве оборудования предусмотрено практически все. Массивные вытяжки, фильтры, датчики выбросов аэрозолей и самое, наверное, главное, полную герметизацию рабочей зоны, что хорошо не только для экологии, но и для обеспечения безопасности оператора. Что же в итоге? Электроэрозионная обработка прошла невероятный путь от искрящих контактов в лаборатории Лазаренко в 1943 году до систем с линейными моторами и искусственным интеллектом сегодня. Мы научились резать непреодолимые материалы, создавать детали для космоса и медицины. Поверьте, это не просто технология, это симфония физики, химии, инженерной мысли и всего этого вместе взято. И будущее этой отрасли создается прямо сейчас на ваших глазах. У меня на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Всем добра. Пока-пока.